Всем привет! Первое, что мне бросилось в глаза в Нью-Мексико, это изменившийся ландшафт. Деревья почти исчезли еще в Техасе, а в Нью-Мексико по краям дороги вместо полей и пастбищ я все чаще видел пустыню из песка и колючего кустарника, так хорошо всем известную по фильмам. Моя первая остановка в этом штате – Тукумкэри, небольшой городок посреди пустыни. В нем оказалось сразу несколько очень древних, но до сих пор действующих мотелей, которые реально выглядят так, как если бы на дворе до сих пор стояли 60-е. Но по полной в прошлое я погрузился в музей New Mexico Route 66. Музей оказался почти целиком посвящен ретро-авто. Подборка машин может и не самая большая, но меня она реально зацепила. Старые корветы, Мустанг, Plymouth Roadrunner, а Chevrolet Bel Air вообще улет. В общем, музейчик просто огонь. Guitar strumming, sipping blue rhythm, chewing chicken bone. Sundown, Friday night, have a few, feel alright. It all rhymes with who I am. Old friends, cold chin, have a ball, mama's kid, jamming out with the band. I'm going back to the roots, back to the beginning. Но прикол в том, что через 90 километров меня ждал еще один музей. Автомузей трассы 66 в городке Санта-Роза. Тоже, кстати, стильно. Интересно, диванчики. Hello. Fine, thank you. Yeah? $5. Okay. And pictures are okay. Nice table. Yeah, get lots of compliments on it. И да, там подборка машин оказалась еще круче. Похоже, Нью-Мексико любит старые американские машины. Причем все машины на ходу периодически выезжают на различные фестивали. И опять эти Белэйры. Прям влюбился в них по уши. I'm going back to the roots. I'm going back to the roots. Back to the beginning. Into the soil of the dirty groove. I'm getting down with Waylon Jennings. Where the grass is blue. Where the sky is the limit. Through muddy waters and muddy blues. I'm going back to the roots. Для чего же хороши были Белэйры, а? Сам городок оказался таким же атмосферным, как и Тукумкэри, с древними мотельчиками из прошлого и с ресторанчиками мексиканской кухни, в одном из которых я и остановился, чтобы наконец-то нормально поесть за день. Пока обедал, погода начала портиться, а до отеля в Альбукерке оставалось еще 190 километров. Но повезло, грозовые тучи я успел проскочить. Ближе к закату я уже почти въезжал в город, как вдруг... Ну что, это салют. Положил мотоцикл, сам немножко проспился. Но пришлось вызывать полицию, чтобы оформить репорт для инцидента. И тут приехали сразу и скорая, и полиция. Короче, кто только не приехал. Прям огнище вообще. Мот остался на ходу, я тоже. Так что от госпитализации отказался. Доехал до отеля и там уже привел себя в порядок. Заодно оценил работу мотоэкипа и его отсутствие местами. Дрючки были обычными. Минус дырка на колене одном, минус дырка на колене втором, минус дырка на бедре
Ну и, соответственно, минус коленки. На следующее утро программу пришлось сократить, но на завтрак я не мог не поехать в одно кафе. Ресторан «Братья Цыплята». Да-да, кафе Твистерс – это то самое кафе, которое засветилось в Breaking Bad в качестве базы Густава Фринга. Ну что, пойдем посмотрим. Los Pollos Hermanos. Действительно. Народу в 7 утра там еще не было, так что спокойно позавтракал, вспоминая вчерашний вечер. Кстати, стоило мне выйти вечером в поисках открытой аптеки, как буквально в 50 метрах от отеля какой-то местный парень попытался продать мне пакетик с порошком для кайфа. Жесть. На выезде из Альбукерки я планировал заскочить в очередное место, рекомендованное паспортом трассы 66. Но подъехал не с той стороны и попал в огромный магазин домов на колесах. Camping World RV. Кстати, я только там узнал, что RV это, оказывается, название класса таких машин и прицепов. Recreation Vehicles. Честно, я завис там, наверное, на полчаса, рассматривая изнутри все эти конструкции. Да, внутри они, может, и не слишком просторные, но напичканы техникой для комфорта, как хорошие квартиры. Стоит, правда, тоже как хорошие квартиры. Кстати, сотрудники магазина не только подсказали мне, как попасть в трейлерный парк, который я искал, но и помогли зафиксировать заднюю фару на мотике, которая к этому моменту почти отвалилась. По сравнению с магазином, трейлерный парк впечатлил уже не так сильно. Скорее, просто удивил, насколько раньше все было аскетичнее. Погода тем временем радовала, так что ехалось очень приятно. В ландшафте вокруг появились довольно живописные горы, а вдоль дорог интересные объекты. Хотя местами от 66-й остались только тупики, и ехать приходилось по 40-му интерстейту. Так я добрался до городка Грантс. Это небольшой городок, пик развития которого пришелся на период добычи урана во второй половине прошлого века. Мне про это рассказал смотритель музея горного дела, в который я заскочил. Шахты закрыли уже почти как 30 лет, и смотритель верно подметил, что сейчас США покупают уран у России. Чем дальше я ехал на запад по Нью-Мексико, тем живописнее и необычнее становились пейзажи. Пустыня становилась все ярче. Так я добрался до городка Гэллоп, уже почти на границе с Аризоной. Там я остановился на обед в одном очень привлекательном кафе, как раз в стиле трассы 66. В общем, Нью-Мексико оказался очень богат на события и впечатления. Было все. Испытания на прочность, колоритные городки, яркие пейзажи, крутые тачки, удивительные истории. Но это я еще просто не знал, что мне приготовила Аризона.